железо 1,2, оцинковка 0,7. Вылетает к месту сварки. Очки обязательны. Я хочу разрушать. Друзья, всем привет! Как вы уже, наверное, догадались из названия, сегодня речь пойдет о ручной лазерной сварке. Вы в последнее время мне немало запросов присылали с просьбой осветить эту тему. Да мне и самой было интересно, что это такое и с чем его едят. И поэтому я решила погуглить эту тему, и тут меня ждал сюрприз. Не так-то много информации на эту тему я нашла. Ну, как минимум, видео. И поэтому решила, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И попросила на обзор ручную лазерную сварку Ватсон мощностью 1000 Вт. Так как, немного поизучав эту тему, поняла, что станки и аппараты Ватсон одни из самых широко распространенных. Как многие из вас знают, я уже знакома с ТИК и МИГ-сваркой, и пришло время познакомиться и с ручной лазерной, о которой сейчас много говорят, но пока мало кто пробовал. Автоматические роботизированные системы лазерной сварки уже широко применяются в автомобильной и других сферах промышленности, а в ручном формате лазерная сварка появилась сравнительно недавно и пока только-только набирает свою популярность. Обычно лазерную сварку используют там, где толщина свариваемого изделия от 0,2 до 8-10 мм, и требуется высокая скорость работы и аккуратный шов. Я же сегодня планирую проверить ее, так ли она хороша, как о ней говорят, какие у нее плюсы и минусы, проверить шов на прочность кувалдометром, распилить его, посмотреть на провар, ну и может что-нибудь смастерить. Итак, краткий ликбез. Внутри корпуса аппарата находится программное обеспечение, лазерный источник и чиллер, то есть система водяного охлаждения. В качестве охладителя используется дистиллированная вода, которая охлаждает как сам источник, так и пистолет во время сварки. Лазерный луч поступает в пистолет через рукав по оптоволоконному кабелю и через систему зеркал вылетает к месту сварки. Также к месту сварки вылетает и защитный газ. Можно использовать азот, аргон и газовую смесь. Теперь о защите зрения. При работе с лазерной сваркой не используется классическая сварочная маска, а используются защитные очки с фильтром, не пропускающим определенную длину волны. Так как нет яркого излучения ультрафиолета, то основная защитная функция очков – не пропустить отраженный от чего-либо лазерный луч. Чаще всего это происходит при сварке каких-либо полированных поверхностей, но не только. Поэтому при работе с лазерной сваркой очки обязательны. Ну что ж, думаю, на этом теории достаточно. Давайте перейдем к моей любимой части, к практике. Вот так вот выглядит меню. Здесь мы будем менять всего несколько параметров: мощность и частоту лазера и параметры контроля головки. Предлагаю рассмотреть сейчас все режимы, здесь их несколько, какой из них чем отличается друг от друга. Начнем с точки и для наглядности поставим ширину шва 5 мм, это максимальная, минимальная, к слову, 0,2 мм. Поехали! Так, теперь палочка или полосочка, как вам угодно. Далее круг. Теперь круг в круге. Затем треугольник. И песочные часы. А вот так выглядит режим песочные часы в слоумо. Итак, приступим непосредственно к сварке. Сваривать буду, так сказать, своим телом, без присадки, хотя сварка с присадкой тоже возможна. Сюда подходит любой аппарат подачи проволоки. Пистолет под это адаптирован, нужно только наконечник заменить на другой с пазиком для проволоки. Кстати, вот эта вот проводулина, которая идет от пистолета, не масса, как вы могли подумать, это просто предохранитель. Работает он так. Если вы не касаетесь металла пистолетом,
которому прицеплен этот крокодильчик, то лазер не включится. Это сделано для того, чтобы случайно не поразить кого-нибудь, ну или себя лазерным лучом. Но есть лайфхак для сварки в труднодоступных местах. Можно прицепить вот этот крокодильчик прямо на пистолет и варить где угодно. Или поиграть в «Звездные войны». Пиу-пиу! Итак, у меня есть два вот таких вот кусочка трубы 60 на 40 толщиной 2 мм. Буду сейчас сваривать их в стык. Прицеливаемся. Это пока не лазерный луч, это только, ну, грубо говоря, указка. Она показывает нам место, где будет лазер. Прихватили. И теперь провариваем. Для удобства можно взять направляйку, приложить, посмотреть, по шву ли идет лазер, и варим. Видно, что вытяжка прям вытягивает хорошо. Вот этот шовчик получился хороший, скорее всего, там и провар нормальный. Но тут есть небольшой зазорчик, сейчас как раз посмотрим, как его проварит лазер. Теперь попробуем тавровое соединение. Так, ну давайте посмотрим. Сразу хочу сказать, что я до того, как снимать видео, один раз вот пробовала варить лазерной сваркой, и там такой, и тавровый шов. И вот смотрите, ну, конечно, швы не идеальные, но по мере того, как буквально несколько швов я сделала, уже, видите, стали получаться лучше. Что касается стыковых швов, здесь я вообще прям в восторге. Быстро, чисто, аккуратно, зачищать даже не надо. Вообще, мне очень прям понравилось. Кстати, кто знает, ребят, когда делают профильную трубу, вот эти швы чем проваривают? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что хочу сказать на данный момент. Настроек в аппарате не так много, как вы уже видели, чтобы в них прям вот путаться. И достаточно буквально несколько часов, чтобы с ними разобраться. И, ну, я думаю, что даже новичку будет достаточно буквально несколько дней, чтобы уже более-менее делать неплохие швы. Что, Коко? И ты хочешь попробовать? Ну ладно, молодец, молодец. А мы продолжать наши тесты. Две пластинки толщиной 1,2. Оцинкованные пластины толщиной 0,7. Железо 1,2, оцинковка 0,7. Алюминий толщиной 2 мм.
Нержавейка 2 миллиметра. Нержавейка и кусок трубы. Все двойка. Следующая стальная полоса. Аппарат на 1000 Вт. Заявлено, что варит максимум на провар с одной стороны 3 мм, с двух сторон 6 мм. Если поставить источник на 1,5 кВт, то, соответственно, будет 4 мм с одной стороны и 8 с двух. У меня стоит на 1000 Вт, поэтому будем пробовать сейчас полосу стальную, но она 4. Заодно и проверим. Здесь я оставила специально небольшой зазорчик. Так, ну что, разные металлы в разных положениях я поварила. Теперь я хочу разрушать. Вообще хоть. Годен. Селенок не хватает. Надо на тяжелую артиллерию. Деталь 4 проварена только с одной стороны. Ну, как по мне, так отлично. Что хочу сказать, господа. Результат меня реально удивил. Обращаю ваше внимание, что все вот эти опытные образцы, помимо стальной полосы, проварены только с одной стороны. И даже при вот такой вот деформации ни один шов не лопнул. И отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает оцинковка толщиной 0,7 мм. Мне кажется, так быстро, просто, с минимальным кораблением металла, ну, другим типом сварки вряд ли получилось бы проварить. Кстати, давайте сравним, насколько сильно поведет металл одинаковые кусочки при разных видах сварки. У меня есть вот такие вот 3 кусочка трубы. Предлагаю их прихватить и посмотреть, насколько сильно каждый из них поднимет.
Теперь предлагаю устроить тест на скорость. Возьмем ситуацию, где нам дано сварка пластин 4 мм. Нужно сделать эстетичные швы с минимумом постобработки, поэтому варить будем без присадки, то есть мика отпадает, будем сваривать тик и лазером. Раз и новый день. Я думаю, что результат теста на скорость вы видели вполне наглядно, поэтому комментировать подробно сейчас не буду. Все выводы озвучу в конце видео. А сейчас у меня есть кое-что интересненькое. Лист нержавейки, в котором лазером вырезано 136 деталек мелких, которые в последующем должны превратиться в объемную 3D-фигуру. Но это предположительно, потому что я ни разу этого не делала, зато в детстве любила собирать пазлы. Так что надеюсь, что получится. Поехали! Что ж, вот такой зайчик у меня получился. Это было не быстро, как вам могло показаться, и не просто, но мне прям он очень нравится. Не знаю, как вам, а мне прям очень. Кстати, как вам? Напишите в комментариях, мне интересен взгляд со стороны. Пока мой зайчик болеет ветрянкой, это я о прихватках, но я планирую его обварить и обработать. Правда, пока не знаю, как это будет, химически или механически. Но когда он будет уже совсем красивый, я планирую его кому-нибудь из вас подарить. Так что пишите комментарий не менее чем из 4 слов под этим видео. Количество комментариев не ограничено. И в следующем видео я выберу победителя. Итак, если подвести итоги моих тестов лазерной сварки, то что останется в сухом остатке по поводу ее плюсов и минусов? Начнем с плюсов. Высокая скорость работы, аккуратные швы и отсутствие окалин, как при микс-сварке, минимальные тепловложения. Даже тонкий металл при сварке не сильно ведет. Нет сильного ультрафиолетового излучения, от которого можно обгореть. Это очень актуально при сварке в жару. Простота настроек и использования, которые не требуют высокой квалификации от сварщика. Ну и вертикальные швы варить гораздо удобнее, чем тик-сваркой. Как и у всего, минусы, конечно, тоже есть. Если мы сравниваем аппараты разных видов сварки, то первый и самый очевидный минус – это стоимость лазера. Конечно же, есть и ТИК, и МИК аппараты стоимостью под миллион, но если мы сравниваем аппараты среднего ценового диапазона, то разница в цене будет в разы. Второе – это габариты аппарата. Если у вас маленький цех или производственное помещение, то лазерная сварка будет пропорционально в нем занимать много места. Ну и третий минус – это тяжелый пистолет и негибкий рукав. У меня очень сильно уставала рука при сварке. Но, возможно, это мое субъективное ощущение, и в крепких мужских руках такой проблемы не будет. Ну и вроде бы все. Если у вас есть дополнение к моему списку преимуществ и недостатков, смело пишите в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Все же, несмотря на все свои преимущества, я думаю, что лазерная сварка вряд ли в обозримом будущем заменит другие виды сварки, потому что каждый из них все равно останется хорош в чем-то своем. Но я думаю, что все-таки она будет набирать все большую и большую популярность. И, на мой взгляд, этот аппарат все же больше подходит не для хоббийного или гаражного применения, а для крупных серийных производств, которые стремятся оптимизировать свою работу.
Друзья, напишите в комментариях свое мнение на этот счет и в каких еще сферах, по вашему мнению, будет применима лазерная сварка. Буду рада услышать ваше мнение. Что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео было для вас интересно и познавательно. Буду очень признательна за ваши лайки. До встречи в новом видео. Всем чао, какао!